Всем привет! С вами Макс, Саня, Юра. Это я. И да, вы сегодня смотрите наш ежегодный топ. Топы мы снимаем не часто, как говорится, редко, но метко. И поэтому в них попадают игры, которые мы поиграли за этот год и которые нам больше всего запомнились, дали нам все больше впечатлений, подарили массу эмоций и были, на наш взгляд, самыми интересными. То есть это не обязательно наши самые большие любимые игры, потому что я думаю, что каждый год под Новый год или на праздниках вам было бы скучно слушать про то, как я люблю «Войны Ктулху». Или ты, например, Сань, что любишь? Сквозь века. Манчкин. 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 Монополия Манчкин. Монополия Есть Манчкин. такая, да, нужна такая для Макса специально. Слушай, идеальный вариант. Так что в этом году, по итогам 2025 года, мы расскажем вам про 10 с небольшим, может быть, игр, которые нас впечатлили, заинтересовали и оказали на нашу настольную жизнь некоторое влияние. Запомнились. Так, еще дальше продолжаем. Оставили отпечаток определенный. Вот такую дыру. Свой след прямо. Прямо в душу нам этот отпечаток, собственно, положили. Нам, кстати, было бы очень интересно послушать про то, какие игры для вас были знаковые в этом году. Пишите об этом обязательно в комментариях, где бы вы нас не смотрели, там в YouTube или ВКонтакте. Вот прямо вот туда вот вниз спускайтесь немножечко, и там такие вот строчки есть, куда нам писать можно. Будем рады. Ты будешь рад? Я буду несказанно рад прочитать ваши. Лично твои. Ладно, ну чё? Не будем тянуть время, да? Да, конечно, нет. Давайте начнем с Не вошедшего. не вошедшего. Как всегда, по классике. У меня в этом году будет не вошедшая одна игра. 3. Саш просто жулик. А я даже не знал про эту рубрику. Окей, ладно. Молодцы. А ты не смотришь наши топы, да? Не, я думал, что это просто по фану, типа, не вошедшая по Не какой-то вошедшая. причине. Я просто выбирал те, которые, вошли бы точно. Не. Но у меня вот она не вошедшая, но в смысле не влезла в 10. Ах, Типа нифига 11, себе, типа там 11 такой место. список можно. Не вошедший. Так начинаем. Место 399. Не, ну это не так работает. Просто по определенным причинам туда не засунуть. Давай расскажи, что у тебя там не засунуть. Ну, давай пример, Например, да. Synchro Horizon. Synchro Horizon. Он не засунул Synchro Horizon. Я даже не выговорил. Синхахара. Потому что он еще не вышел. Он не то что не вышел, по сути мы играли прототип. Она будет допилена, и вот финальную версию мне бы хотелось еще погонять. Но тот прототип, который мы тыкали, очень хорош. И сама по себе игра получилась очень хорошая. И вот эта вот смесь рогалика, причем такого классического. Хотя, почему рогалика? Это прямо роук, потому что обнуление идет полноценное. О, Саня опять пошел душить, так что там откроется очередная перепись любителей. А я тебе задушить дам совет, Саню. как можно из этого выйти. Ты просто говори русскими словами, а не английскими. И Саня замолчал. Я могу дать тебе совет. Игорь. Режь. Да. Почему режь? Там это, транскрипция снизу, с расшифровочкой. Synchro Horizon. Игрушка ROG, ну, сказать, JRPG. Обзор есть на канале, вы можете посмотреть, познакомиться с ней подробнее. Просто она еще не вышла, поэтому Почему Саша она не вошла. японская-то резко стала. Потому что она прям вообще по всем она- канонам. Я даже анимешная. Она даже не знаешь. Да. Да. Что у тебя там еще? Ладно. И ты решил это, Я вступиться тебя решил перед последним. выдаить просто, как бы, да, полностью. Еще там внезапно Forge Flame. Так, а почему он не вошел? Ну, потому что, хотя там вроде предпечатник был, который мы Там гоняли. был полноценный вариант уже. Ну, нет, не совсем. Даже Мне со штрих-кодом, со всеми делами. Да? Прям, да. Ну, ладно. Значит, это из тех, которая немножечко не проползла. Чуть-чуть. Да. Лично для меня это стала игра, которая лучше всего заменила Кланк. Ты Кланк не любишь, а я Кланк не то что не люблю, но я вполне себе могу в него играть. Если И- заставят. Не то что если Попытками. заставят, у меня нет никакого предвзятого отношения к Кланку. У меня, в принципе, скуплены первые 2 или 3 допа, плюс у меня шайка авантюристов, у меня еще набор. Ничего себе. На- Это набор- вообще называется набор- «Я играю в Кланк». Набор Нет, героев. собираю. Набор героев еще для первой Legacy, который спокойно замешивается. Причем в- первой Legacy нет. Да, и первой Legacy у меня нет. Это самое смешное. Вот. И вот как раз как альтернатива к Кланку Forge Flame прям вот сердечко оставил. У меня всего одна игра, которая почти влезла, но я ее решил не ставить в топ, просто потому что как бы игра очень специфическая, а топ все-таки это некоторая рекомендация того, что можно было бы вот людям, которым нравятся игры, которые нравятся мне, поиграть. Это Campaign Trail. Это ты сам решил, да? Да, Campaign Trail. Это игрушка про выборы в Соединенных Штатах, про то, как мы набираем выборщиков в каждом штате. Игра
технически на контроль территорий, но при этом игра очень глубоко атмосферная, тематичная. Вы прям реально там проводите различные мероприятия для того, чтобы люди за вас голосовали в каждом штате отдельно. И вот у вас прям идет в прямом эфире там специальная табличка, где видно, за какого из кандидатов в данный момент больше штатов голосуют. Прям сделано классно, тематично, атмосферно. Все карточки, которые там действуют у вас и которые вы разыгрываете, это реально какие-то действия, которые вы можете у себя, добавляя игровое повествование, описывать. Ну, стоит сказать, что игра не столько классна геймплеем, сколько то вокруг нее, что создается на столе в итоге. Ну не, она еще, в принципе, хорошо работает, на мой взгляд. Просто карточку выкладываешь, смотришь все, и там, выполняешь действия, контроль территории на карточном движке, вполне ничего. Но как бы игра достаточно специфическая, и поэтому в топчик у меня не зашла. Там есть игры похлеще, я бы сказал. А Макс не знал про эту рубрику, поэтому у него... Ну хорошо, у меня есть такая игра, но она точно не вошла, но она мне понравилась, я о ней думал, и теперь понял, почему, ну, точнее, я знаю, почему она не вошла, потому что это ККИ. И формально ее в топ лучше не засовывать по многим причинам, потому что в игре надо ККИ обычно либо собирать, либо разбираться. Но она мне понравилась геймплейно. Это Аркана, которая диснеевская. Лоркана, Лоркана диснеевская, да. Это очень прикольно, необычно ККИ. Оно не так далеко уходит от МТГ, но при этом все равно имеет много всего интересного. Да, вы не бьете друг друга, вы ходите в приключения. Да, это забавная штука. Что ж с тобой будет, когда ты поиграешь в ККИ по лолу? Он опять это по Лиге Легенд, в смысле, Саня имеет в виду игру Riftbound. Эту? Да, вышла в этом году тоже, как бы, пока не поиграли, расскажем, как поиграем. Ну что, раз уж мы с предисловием немножко закончили, надушнились, как бы, давайте переходить к 10-му месту. И 10-е место наше, Сань, давай с тебя начнем. Что у тебя там в 10-м месте? Я душный. Душный. Это вопрос или это... Это риторический вопрос. И вот 10-е место точно такое же душное, потому что это Voidfall. Нифига. Да, это опустошение. На самом деле, я не так много люблю игр от Mind Clash, и Voidfall это как раз одна из тех, которая прям вот запала, потому что она пытается казаться 4X, кое не является, оставаясь все той же самой евро от Mind Clash, и, пожалуй, вот это то, что меня в ней зацепило в первую очередь. Ну, плюс она безумно красивая в Galactic Box, который я очень хотел, и который я получил. Да, она прям очень стильно смотрится на столе. Там вырвиглазные цвета абсолютно, как бы, то есть не похожие как бы на космос, но при этом она выглядит очень стильно. И металл, хорошо. И очень много металла. Потому что реалистичных игр про космос слишком много, мне кажется. Может быть, не так много прям. Там везде в космосе горит огонь и слышны звуки. Ладно. Сань, хороший выбор. 10-е место Voidfall. Опустошение. Опустошение. У тебя что? Здорово. У меня на 10-м месте то, что по сути должно было пойти, то, что нельзя засовывать в топ. Но я решил отметить, потому что это вообще знаковое, не только у меня, между прочим, событие за этот год. Я поместил туда Bad Karmas, хотя по факту это все Тебуру. То есть ты по Тебуру просто очень хотелось бы отметить. Да, во-первых, потому что это вообще новый экспириенс в целом настольный. И мало кто может себе такое позволить. Давай немножко поясним. Тебуру — это цифровая консоль для настольных игр. То есть у вас прям реально такое игровое поле выкладывается, и оно взаимодействует с игровыми компонентами и с приложениями на ваших телефонах и планшетах. Можете посмотреть, у нас есть обзор на Bad Karmas как раз, и мы, в принципе, на Бусти писали у себя про разные игры под нее. И вот она высоко не забралась, потому что качество игр, ну, все равно, понятно, пока еще не какое-то гениальное, они там могут уступать хорошим просто играм настольным. Но тот экспириенс, тот новый, необычный опыт, который он дает, это вот очень важно было бы отметить. То есть Тебуру ставим, типа, на 10-м месте да, у нас просто Тебуру. Ну, на самом деле, я хотел Милана Прайзен засунуть, но потом подумал, что он мне не так сильно зашел, как тот же самый Voidfall. Потому что он бы прям вот где-то на верхней планочке был. Также по отдельности Bad Karmas смотреть не могу поставить топ-10, там Милан не могу отдельно в топ-10 поставить, но сам эффект Тебуру хочется поставить и отметить. Вот. А у меня на 10-м месте игра, которая называется, ну это не прям игра, но это такое прям очень-очень крутое настольное впечатление, такое ностальгическое из детства прямо. Это Slam Throne. Мы с Мишкой уже сыграли 20 партий с лишним. Там просто мочим кэпсы, сотки и так далее. Ребят, вот не ждите там игры. Но если вы возьмете и поиграете с своими детьми или даже с друзьями, это настолько офигительное впечатление. Опять же, это одна из лучших игр нашего детства. А игра... Нашего детства. Я говорю, нашего детства. А
скажем так, все пацаны моего района не могли ошибаться. Да, согласен. И Так это- много людей не могли ошибаться одновременно. Да. И это как бы игра, которая осталась той же самой игрой. То есть вы берете себе биту, бьете ей по соточкам, они разлетаются в разные стороны, те, которые перевернули, вы победили. Но интересный момент в том, что они добавили все-таки в нее настольного немножечко. То есть у вас это жизни, у вас ваша бита, она имеет специальные способности. Вы выбираете активную способность или пассивную. Активную, причем работает, ты когда бьешь, ты должен поймать биток, и тогда она срабатывает. Прикольно. И в сотке вы ставите столько, сколько жизни вашего оппонента. То есть у тебя 15 жизней, у меня 18, у тебя надо будет выбивать 18 соток, Да. а мне 15. Очень прикольно, весело. Сын у меня просто в полном восторге, хочет показать всем ее в школе. Ну, вот такое вот у меня 10 место, это Slam Throne. Сейчас мода. Вернется, Всю циклично. эту прелесть, Да, да, пойдет на вернется. второй круг и начнется веселье. Знаешь, главное что? Главное, чтобы ножички продавать не стали. Хотя О, могут боже. что-нибудь придумать магниты какие-нибудь, знаешь, там типа... Кстати, да. Не, ну, кстати, дартс же магнитный есть. Да, вот он ножички. Патентуем срочно. Магнитные ножички. Вы же играли в ножички? Когда тебе Да, прям да, да. между пальцами кидали, чтобы у тебя Да, отрезать да, кусочек, да. да? Не пальца, а земли. Ну, я понял, о чем ты, да. Ладно, поехали дальше. 9 место. Алехандро. Здесь будет воздушная игра или душная? Соленая. Бездушно. Вот это интересно. Что-то про море или про Питер? Блин, теперь даже интересно. Да, это всего лишь Салфьорд. Да, эта игра очень крута в своих механиках. Она очень простая, она очень динамично играющаяся. При этом она заставляет тебя раскидывать мозгами, когда ты просто драфтишь кубики и понимаешь, что ты сам себя передрафтил. И это прям прикольно. Еще бы оформление ей получше сделать, и было бы совсем классно. Это игра, где вы развиваете свою собственную маленькую деревушку, которая ловит рыбу где-то в скандинавском государстве. Да? Таком, да. В Норвегии, что ли. И там можно ловить кальмара и лобстера. И рыба. Да, и рыбов. А кубики вы выставляете себя так, и в зависимости от того, как их поставили, у вас действия разные будут. По Да. горизонтали, по вертикали. И от этого будут запускаться ряды, столбцы и здания, которые вы будете строить. Ее называют обновленной Санта-Марией. Ну что, неплохой выбор, твое 9 место. Салфьорд. Макс. Ой, у меня сложно. Я решил вообще в топе сделать игры все-таки разных жанров немножечко, потому что очевидно, что в году может быть хорошая трик-тейковая игра, да? Вот. А мы в следующем году не берем офф-топ, да? Так и такая. Ну нет, я поставил, во-первых, «Властелин колец» трик-тейковый, который Fellowship of the Ring. Да. Это кооперативная игра на взятки, где вы кооперативно вместе все пытаетесь Можно угадаю? пройти. Да. Берете взятки. Ну ничего себе. А как ты догадался? Не знаю, просто вот что-то Наверное, подозрение ты какое-то. сказал взятки слишком много раз. Я не буду долго вникать, потому что, понятно, все-таки трик-тейк, кооперативные, их в целом несколько разных уже есть. Но тут интересна, во-первых, тематика, да, она властелина. Во-вторых, она сделана потрясающе, она выглядит просто фантастично. Это правда. И плюс вот эти мини-задачки, которые вы совместно решаете, они все-таки сделаны, ну, классно. И можно было просто запороть на этом моменте, но даже этот момент они все-таки сделали прикольно. Оно следует сюжету. Да. Главное, собственно... Игру отличает то, понимание. что вы играете книги. прям сценарии отдельные, у каждого сценария свои задания и свои отдельные персонажи. Некоторые персонажи у вас будут в нескольких, последовательных сценариях, некоторые будут уходить, появляться, ну, как, соответственно, в саге. И вы идете по сюжету книги, только первой части пока на данный момент Ну да, было, да. у нас. Ну что, хороший выбор, кстати, неплохой трик-тык и очень, очень красивый прям, да, правда. А у меня на 9 месте неожиданная находочка года для меня. Я прям был удивлен и... Ридия. Нет. Но кто-то должен был сказать, уже в комментариях должны были написать, что Да, это уже правильно. должны были. На самом А. деле, мы должны были начинать. И на 10 месте у нас Ридия. У всех. Шутка. А потом на 9 Тогда, месте чтобы Ридия. людям смотреть было интересно дальше, да? Я сразу все сказал, Да-да-да. Аридия. На 9 месте у меня отечественная разработка. Игра «Кибердеревня». О, ничего себе. Фига себе. Да, вот так вот. Я Даже с огромным удовольствием что? поиграл. В ней очень неплохо делаются движочки, строятся. Там игра достаточно интуитивная, очень хорошо сделанная по компонентикам, хорошо работает. В ней больше сотни уникальных карт. Причем карты работают по-разному. Некоторые карты тебе улучшают другие карты, некоторые карты тебе добавляют различные возможности, некоторые карты играют как одноразовые для того, чтобы получить какие-то эффекты. А фактически в игре у вас на карточном движке вы строите себе ферму на Марсе. И для того, чтобы, например, сделать свою ферму более продающей товары, вы себе яблочки собираете в саду,
отправляйте их либо конвейером, либо роботами. Мгм. Например, там в яблоко давлю, как бы, или в пирожочки делать из них, а можно и сидорочек сделать, если хотите. И вот мне очень понравилось в этой игре то, что у вас игра обязана играться как снежный ком. Ты должен каждый свой следующий раунд, который ты играешь, не только опережать оппонентов, но и опережать себя в предыдущем Ну да, раунде. да. И для этого тебе каждый раз надо делать все круче и круче твой движок, то есть и ты выбираешь, чем ты его делаешь. То есть либо ты себе заводишь новое производство какое-то, либо улучшаешь предыдущее, либо делаешь что-то среднее между ним и ним, либо себе апгрейдишь какие-то побочные эффекты, которые тебе позволят делать все это лучше. Прям игрушка занимает место на столе слишком много, и я бы сказал дофига, но играется прям классно. И мне очень понравилось еще с юмором сделаны, хорошие иллюстрации, и даже вот эти самые художественные вставочки прям классные. Чего только стоит голограмма петуха. Да, кстати. Там, короче, есть карта. Курятники. В курятнике курочки сидят и смотрят на голограмму петуха. И подписано, что Апгрейд типа такой, да. это самый типа стильный петух, и когда его несушки видят, несутся в 2 раза быстрее. И у тебя, соответственно, лишние яйца Там делают. еще стоит отметить экономику, во-первых. Да. Что сдаешь, что это все очень прикольно сделано, нам в этом УАЗике уводишь, или как он там, буханки, Да, на буханке буханки, увозишь буханки. всё. И плюс еще вы же торгуетесь за вот эти апгрейды и все, это же Да. в режиме Аукциона аукциона. такого, Да. да. Вот. Блин. Так что да, играть придется. у меня Придётся. 9-е место — это кибердеревня. А мы едем дальше. Да. 8-е место. А на 8-м месте у меня Дети Морда. Не евро. Не евро. Children of Mordor, который, да. Да. Я, в принципе, любитель всякой индюшатины разной, разнообразной. И вот в Детях Морты я прям получил то, что я получал от оригинальной игры. Именно вот это вот взаимодействие между игроками. Это с вами тогда у нас не срослось, каждый сам себе лупил. Не, я там нормально взаимодействовал. Вот, а потом, блин, это прям прикольно. И как работает общий мешок на всех, это, пожалуй, лучшее, что я видел на общем мешке. Это же игра про соседку, да, которая? Да, это игра Да. про соседку. Все так. Да. Игра рогалик. Рогалик. Бежите вперед и не защищайте комнаты, а бежите дальше, даже если не зачистили то, что было. А монстры бегут за вами, и так до самого босса. Очень А там вот жизненная побили игра. или не Очень побили, как жизненная. получится. Да. Если оставил проблемы, они за тобой тянутся. Ну так я и говорю. О проблемах в семье, в Еще личной и да. жизни и вот это вот все. Но главное, что в ней есть все-таки 2 режима игры. Это режим кампании, где ты можешь спокойно перепроходить и усиливаться, и, соответственно, у тебя кривая сложности снижается. И можно играть ее как полноценный рогалик, выполняя ачивки, и ровно так же снижать Такой себе- одиночный забег. Да, Как да, это да, называется? да. Одиночные забеги, полноценные, с разной сложностью, с разными наборами монстров, боссов. Это прям вот очень приятно сделано. Ну и по компонентикам она неплохая прям такая. Она очень круто сделана по компонентам. Единственное, что для нелюбителей абстрактов она точно не подойдет. Она очень абстрактная. Не знаю, мне показалось, как раз там, в принципе, есть где помахаться и посмотреть, что ты делаешь. У тебя оружие, все такое Но в целом она тематичное, визуально да. создает хорошее впечатление. Да. Не то, Нет, что там понимаешь, ты абстракт когда описываешь какой-то, Детей да. Морта, у тебя может складываться впечатление, что перед тобой какой-то Dungeon Crawler. Ну, Потому ну, что происходит. Ну да, да. А когда ты садишься играть, у тебя такой ряд из монстров. И ты сидишь, такой, И такой, этот умер, этот умер, этот умер, и еще 3 пришло. Этот умер, еще 2 Ну, она такая пришло. головоломочного типа Да, по-настоящему. да. Но за счет этого достигается ее абстрактность, что далеко не всем И подойдет. работает на кооперативном мешкострое. У вас у всех один мешок, с которого вы тянете жетончики, и в зависимости от того, какие жетончики у вас какого цвета, вы ими применяете различные обилочки. Да. Вот так вот. 8-е место, Сань? Дети Морта? Представляешь, он сейчас другой что-нибудь сказал. Да, да. Передумал. Ого. А у тебя, Макс, что там на 8-м месте? А на 8-м месте у меня игра, которую чуть ли не последним играли мы, это Пинч. Угу. Я не в курсе точно. Это игра, я не знаю, как называется, это механика. Да, вы выбираете Ну, действия. это на тайный выбор действий, да. На тайный выбор действий, да. Да. Плюс сет коллектинг, там, грубо говоря, такой небольшой, собственно, это и есть смысл. Что ее выгодно отличает от всех остальных, это, наверное, правильный баланс вот этих комнат. Их действительно так забалансировали. Игра работает следующим образом. У вас есть несколько комнат, вы организуете ограбление.
и один из игроков назначает, в какую комнату он пойдет, а все остальные должны вроде как угадать, куда он пойдет. Потому что если он пойдет туда только один, он заберет себе все, соки, а они не да. получат ничего. А если они угадают, куда он пошел, они разделят с ним награбленное. Извини, Макс, просто надо вот... Мне Не, все правильно, я просто Хорошо забыл, про что сделанный мы говорили. майндгейм. Да. И игра пляшет именно от майндгейма. Еще красивая она. Красивая, безумная тоже. И там вот как раз у этой комнаты у каждой разные способности, они еще двухсторонние, и у них на другой стороне другие способности. Да, чтобы вам не только хотелось идти в какую-то, ну, определенную комнату ради, как это объяснить, для своего сета, да, чтобы собрать определенные карты. Нет, они еще интересны тем, что дают какие-то крутые способности, причем некоторые довольно сильные. Некоторые просто очки могут давать, некоторые, как собака, могут давать тебе забирать лишние карты, некоторые просто перемещаться, некоторые просто там составной бонус. Ну, на самом деле, там прикольно наблюдать за всем происходящим. Не обязательно играть, а просто наблюдать за тем, ну, давай, ну вот он выбрал, тут же очевидно, куда он пойдет. Я в такие игры всегда проигрываю. Я слишком Ну, в этой, кстати же, официально можно обсуждать, потому что первым выбирает карту тот, кто идет главный, и он уже никак не может повлиять. А все остальные хотят его поймать, да. Да, потому что они хотят его поймать. И вы начинаете обсуждать, делиться, может, ты закроешь то, я закрою эту комнату. Но там тоже так начинается, вот на этом тоже уже может поиграть, потому что, когда мы начинаем обсуждать, я-то хочу поймать его сам. Ну да, да. И поэтому я постараюсь отправить вас в те комнаты, которые он с меньшей вероятностью, на мой взгляд, пойдет. Из тех вероятностей выбираю меньшую вероятность, еще большую вероятность. Да. Окей, у Макса 8 место. Да, люблю майндгейм, поэтому пинчет. У меня на 8 месте. На 8 месте. Игрушка, которая уже была сегодня названа. Это такое для меня жопа гори года, так называемая. Forge Flame. Игра, которая Сани заменяет Кланк, а на мой взгляд это супер фэнтези брол или схватки в стиле фэнтези здорового человека. Механика розыгрыша карт и розыгрыш ваших персонажей очень похожая, только здесь у вас, скажем так, возможности сделать что-то гораздо больше каждый раз. Потому что, во-первых, у вас всегда есть у персонажа действие Джокер, а во-вторых, у вас как персонажа всегда полезный, и выбор из карт у вас гораздо больше. В этой игре вы собираете себе команду из 3, ну или там 2 монстров, в зависимости от того, в каком составе вы играете, которые отправляются в кузню, в пещере, там куча кобальтов, и вы должны там копать минералы, и из этих минералов создавать артефакты. Для этого вы будете, разыгрывая карты, то одним, то другим, то третьим персонажем, в зависимости от того, какую карту вы разыграли, перемещаться туда, по этой кузне, все это дело собирать и пытаться гайдить оппонента. Момент в том, что игра очень сильно конфликтная, но при этом вы друг другу лица не бьете. То есть максимум, что вы там можете сделать, например, там, заблокировать друг другу дорогу, своровать друг у друга кристаллик, вытолкнуть его из клеточки, которая ему нужна и так далее. То есть она такая подленькая прямо. Подставить ему кобальтов, когда ему кобальты как бы мешают выполнить его действия, единственное, которое он мог бы сделать и так далее. При этом игра очень красивая, в ней офигенно сделаны миниатюры, потому что вы миничками своими, да, вот своими героями, а там герой тоже очень классный, там желатиновый куб, дракон, привидение, джин и так далее. Они вот роют вам кристаллы, вот эти кристаллы и минералы. И вы храните их не у них на планшете, а именно в самой миничке. То есть, например, там дракон один кристаллик несет в лапках, вы кладете прямо туда в руки, а второй в хвостике, типа. И у вас каждый из персонажей еще разное количество этих минералов может таскать. Да, там игра очень такая сильно конфликтная, но при этом не сильно обидная, на мой взгляд. И играется довольно-таки быстро, весело. И вот у меня на 8 месте Forge Flame. Прям рекомендую попробовать. Да, здорово. Итак, разобравшись с 8 местом, мы резвенько перебегаем на 7. Сань? Отличное место. Отличное место, 7 место. Ой. Да меня, честно говоря, все 10 отличные места. Вот я, знаешь, я выбирал когда топ в этом году, мне казалось, что типа вроде как очень много игр поиграли, я вот сыграл там больше там 200 новых игр. Как бы такой, типа, блин, ну, они все, много было очень хороших, но такое, чтобы прям в топ-10 попасть, вот они прям в этом году так стройненько встали, прям все хорошо. Да, у меня тоже достаточно быстро собрался топ. И на 7 месте у меня оказалась внезапно Земля в осаде. Я очень люблю XCOM-чик. Особенно то, что делали в последнее время. Да. Потому что там прям они переделали очень хорошо. Но если убрать вот эти вот приколы с тем, что ты мажешь в упор. Вот, но в остальном прям шикарно все сделано. И Земля в осаде дает ровно тот же самый опыт. Такой тактички, при этом сохраняя вайб данжен-кроулера, где ты носишься, при этом у тебя есть толика стелса, где ты такой пытаешься, давайте тихо пройдем, пробежим там между камер, газа накидаем в комнату, чтобы этот самый
свалились охранники без сознания, а потом туда проникает ниндзя и всех такой вырезает одним ударом. Блин. Ну, она очень кинематографично смотрится в этом плане и играется достаточно драйвово. Еще бы правила немножечко полегче, и вообще идеально было бы. Так на Землю напали инопланетяне, и вы проводите тайные операции, чтобы их... Там самый прикольный механизм, который мне очень понравился, который я, наверное, даже нигде не видел в играх, что когда ты входишь в миссию, ты выбираешь, каким образом ты будешь ее исполнять заранее. И ты можешь пойти типа по тайному пути или пойти, например, там с автоматами наголо. И от этого у тебя зависит эквип даже твой. Смотри, ты это можешь делать в рамках ваншота, но в рамках кампании тебе на миссию в конкретную в кампании говорят, какая у нее будет фишка. То там, начиная с 3, по-моему, там уже разделение даже есть, нет? Нет, там, начиная с 3, у тебя идет разделение, типа, ты идешь по варианту А, по варианту Б, это разные миссии. И под каждую миссию у тебя именно вариант исполнения есть. Но каждую миссию ты можешь проиграть в рамках ваншота и выбрать абсолютно любую операцию. Или выиграть в рамках ваншота. Хорошо, поиграть в рамках ваншота и выбрать на нее все, что угодно. Там, условную осаду, скрытая этот самый... Тайная операция? Да, тайную операцию, либо еще что-то. Хотя как оно будет звучать на русском, черт его знает, мы на английском играли. Вот. Но от этого будет, да, стартовая экипировка очень сильно зависеть. Плюс те, кто любят условно механику, там, Бэтмена, Конана и тому подобной прелести, тоже зайдет, потому что там аналогично сделаны активация. Да. Не, в Осворме не совсем так. В Осворме у тебя все-таки гораздо больше восстанавливается аниме, чем здесь восстанавливается действие. Вот. Итак, но да, механика похожа. Итак, 7 место, Саня. Земля в осаде. Вот так вот. Вот так вот. А у тебя что на 7 месте? Ой, на 7 месте у меня игра на самом деле старая, но поиграли из-за того, что мы в этом году, я не могу пройти, я не могу просто взять и вычеркнуть ее из-за этого, ну, то есть то, что она старая просто, из топа, потому что она действительно оставила огромный отпечаток, я думаю, не только у меня. Это Betrayal Legacy. Во-первых, потому что это Legacy, я люблю Legacy, а во-вторых, потому что это идеальное сочетание, на мой взгляд, именно Legacy механик плюс самой игры, потому что в основе это все-таки Betrayal, то есть... Betrayal House on the Hill, который, да. Ну да, House on the Hill, где у вас есть особняк, вы заходите, там творятся разные плохие вещи, вы проходите проверочки, а потом в какой-то момент бац, и приходит какая-то бяка, какая-то чужеродная там вещь. Вещь, да. Один из игроков становится предателем и уходит читать там свой текст, вы читаете свой текст, что вам нужно сделать, чтобы завершить, у него свои. Но здесь еще накладывается легаси, то есть у нас мало того, что растут эти поколения, то есть у нас умирают люди или не умирают, мы все это отмечаем, и от этого зависит там... то, что как начинает, но даже количество лет там писали у персонажей, имена им давали, целые истории создавались на этой вот простой вот этой плашке, где мы просто писали, кто какую партию кем играл. На экипировку тоже. И все остальное, это наклейки на экипировку, то есть то, что вы находите, остается. Там, в зависимости от того, какой выходил предатель, добавляются карты в колоду, которые потом, то есть, представляете, вы встретили там в начале где-нибудь призрака, или там, как у нас про кровь-то было, что-то кровавое было, и у нас там каждый раз выходила эта карточка «Кровь» по всей комнате. Ну там, да, вы, например, что-то если делаете, то у вас меняется колода на будущее, и причем в них, в самих некоторые микросюжеты даже идут в колоде событий, которые у вас не связаны с основным сюжетом игры. Там с невестой, с картины у нас была картина какая-то, ее там можно было отмечать, да, то, что мы каждый раз проходили проверки, потом это какой-то мини-сюжет создавало. На самом особняке в этих комнатах, из которых он создается, тоже оставались души, отмечали, там кто-нибудь сколько раз умер. Две трети контента сюжетного именно основного вы не видите за прохождение заодно, и где-то половину контента, который вот именно по карточкам вы тоже не видите за одно прохождение игры, то есть ее даже можно спокойно второй раз брать и проходить, потом без проблем у вас будет игра, кроме первого сценария, идти по-другому каждый раз. И там при этом еще есть общая, типа, линия, вот, кстати, помнишь, с кругом, где мы еще думали, что будет, если мы... Там много тайн, загадок интересного всякого происходящего. Вы ведь понимаете, что это Legacy, которую можно дважды перепройти без ресета? Да. Нет, нельзя. Не получится. Стоп. Наверное, у тебя короче, я тебе объясню, почему нельзя. А еще там можно. Поиграть просто в нее можно. Были интересные моменты из серии того, что персонаж из семьи Максима меня в одной из партий грохнул. А в следующей партии я ему пообещал отомстить. И я нашел себе ружье, которое назвал Макса Бойко. И 2 партии я с этим ружьем гонялся. На второй партии я его тоже нашел. И его грохнул, да. Это был дробовик, даже не только дробовик. Я прям такой, вот Макса Бойко грохнул Макса. Я себе прям в этом самом записал, что типа грохнул Макса из Макса Бойки. Да.
Класс. Да, там причина смерти тоже смешно Да-да-да. читать было. На 7-м месте у меня. Да. Очень красивая игра с классными компонентами, которая называется Deep Regrets. Это игра про рыбалку в условиях конца света, который произойдет из-за Ктулху и всяких вот этих вот штук, как и называется, богохульных, богомерзких, циклопических и так далее. А несмотря на то, что игра... Хтонически, да. Несмотря на то, что игра достаточно рандомная, она радует очень не этим даже сильно. То есть вы там отправляетесь на рыбалку в условиях того, что конец света, кругом грусть, и вы вспоминаете все, что вы плохое в жизни сделали, и на вас это навевает тоску и печаль. И по-настоящему, чем больше у вас тоски и печали, тем, как положено в произведении Говарда Филлипса Лавкрафта, тем больше вы сходите с ума. Но чем больше вы сходите с ума, тем проще вы воспринимаете то, что у вас вылавливается из моря всякая дичь и гадость. Ну, там можно выловить там кракена, ктулху, трупы, ноги, там, и так далее, как бы, да, там можно там глубоководных выловить, русалку с этими самыми, с молочными проблемами в жизни, да. Да, короче, там много всего вот этого. Оказывается. Да, они все нарисованы очень смешно, забавно. Но Оформление крутое там. прикол еще очень, в том, что кроме всего вот этого, вы еще время от времени тянете карты печалей. И они все уникальные, и на них разные печали. Там отведал человеческой плоти до наступил любимой кошки на хвост, или там типа не поздравил друга с днем рождения. И вы за счет вот того, что у вас происходит в принципе в игре, за счет того, как вы ловите рыбу, за счет того, какие к вам печали приходят и так далее, у вас остается очень хорошее настольное повествование. И для меня эта игра на данный момент уже заменила Gloom. Ну, не тот, который Gloomhaven, а тот, который Gloom с прозрачными карточками, да. И дает классное впечатление, особенно если хорошо знаете английский язык, там очень много на чем можно поржать, посмеяться и порадоваться. И оформление у нее, конечно, божественное. Компоненты, там деревянные жетоны очень красивые. На картах уникальная иллюстрация, автор ее сам иллюстрировал. И как бы вот как Райан Локетт, это очень как бы талантливый автор. Талантливый художник. Поэтому у меня на 7-м месте Deep Regrets, классная игрушка, за которой можно в хорошей компании провести очень много времени. А еще в ней прикольный соло-режим, потому что он играется как компания. Там смысл в том, что у тебя дается планшетик, на котором есть строчки под всю рыбу, которая есть в игре. И тебе надо ходить в море, ее вылавливать. За счет того, что ты вылавливаешь, ты можешь покупать себе карты со снаряжением, которые в дальнейших играх использовать. Есть подозрение, что играть ее нужно под саундтрек из Dredge. Да. Это такой, вообще, смотри, вторая игра про рыбалку за сегодня. Saltfjord. Да. Там тоже ловили кальмаров. Да. Только нормальные кальмары там были. Да. А здесь тоже, кстати, есть нормальные кальмары. И там очень круто сделали рыб, которые прям, ну, как но не в всегда. энциклопедиях. Так, ну а мы переходим к нашему 6-му месту. Почти дошли до экватора. Почти. Санька, 6-е место. На 6-м месте у меня очень странная игра. Потому что я точно не думал, что я в нее буду играть. Так. Я не думал, что она мне понравится. И я вообще не думал, что в этой коробке есть игра. Так. И заинтриговал. Вот это интрига, да. И это Comic Hunters. Ядрём Батоныч, да. Дайте я дам маленькое предисловие. Саша терпеть не может игры на Asset Collecting. Да. И еще на Полимино. И Marvel он тоже небольшой фанат. Ну, в меньшей степени, чем DC. А это уже, значит, небольшой фанат, как бы, да. Да, всякие Black Horse и тому подобное, прелесть. Ну да. Не, ну у Марвела есть великолепный Карнаж. Как бы это все. Отвлеклись. Comic Hunters, давай. Comic Hunters это очень странная игра на Set Collecting. Хотя, вот ты говоришь, что это игра на Set Collecting, но это лишь следствие того, что происходит в этой игре. Потому что внутри небольшой коробки, по сути, 3 игры на разных механиках. 4 разве? 4. Чуть 4. Там 3 раунда же. 3. Ну, коробка лежит. Да не важно. Проверим, да. 3 игры. 3-4. Да. Как обычно пишу. Там играет на 2-3 музыкальных инструментах. Да. 3-4 игры, да. Каждая играется по-своему, у каждой своя, условно, ценность для того, что будет происходить в конце игры. Но весь смысл как раз-таки в том, чтобы собирать сеты из комиксов, а собираются они по достаточно простым паттернам, которые рандомно выбираются в начале игры. То есть это типа первое появление героя должно быть, или условно какой-то конкретный герой, и по нему или идет дуэт, там типа против друг друга, где делаются герои и так далее, да. И мы начинаем за них биться на аукционах, мы начинаем выкладывать условно составлять табло и по нему потом собирать
карты. Ну, это хотя сложно назвать табло. Неважно, это рынок там. Да, это очень разными способами своеобразный работает рынок. да, каждый раз. Нет, самое классное, что там каждая карточка это комикс. Да. Это комикс, ну, с настоящей обложкой. И из-за этого нет вот этого ощущения, что ты реально какие-то это сет-коллектинг, но нет такого, что ты собираешь там букашек каких-то. Да, хочу собирать черную вдову, да. Да, и собираешь прям комиксы. Да. Пофигу, что Человек-паук сейчас меньше ценится, да. Буду собирать Человек-паука, да. Все так. А еще потом выигрываешь на этом человеке. Ну и красивая она прям очень, да. Да. Ну что, отличное 6-е место. Не, на самом деле, когда Кэп выходил, я такой смотрю, цивилочка. Это, пожалуй, вот как раз гражданская война одна из лучших арок, которая есть для меня. На мой взгляд, отличный выбор, Сань. 6-е Я место тоже от так Сашки. думаю. Коми Хантерс. Максимка, что у тебя там? Вы сейчас будете ругаться, но мне на ваше мнение, конечно, пофиг. Короче, у меня на 6-м месте прекрасная игра, она тоже старая, но поиграл я в этом году, но, в отличие от прошлого раза, понятно почему, потому что переиздали. Это «Миссия Красной планеты». Отличный выбор, да. А почему мы должны ругаться? Да почему вы вообще должны ругаться на тебя? В Мы смысле, тебя просто Mission Red побьем Planet- после заказом записи, это да. будет, да, Да, действительно. в смысле, Да не, отличная игра, кстати. Mission Red Planet шикарная игра. Особенно спасибо. в новом издании она и выглядит шикарно. А мне в прошлом больше нравилось. Ну, это ты из тех, кто любит Nexus Ops с светящимися миньками. Нет, как раз вот старый был уродский. Совсем уже не объективно. Просто раньше она была такая стимпанковая, а сейчас она такая фантастическая. И в этом прикол. Расскажи про игру. Тария Control, да, просто очень необычный. К нему прикручен еще крутая механика как раз с тем, что, ну, в этой игре вы заселяете, собственно, Красную планету Марс, не будем это спойлеры. Короче, вы заселяете Марс посредством того, что отправляете ракеты с Земли, собственно, на этот Марс. И вот это заселение Марса, это, собственно, там и в этом сам Area Control. Заселяете вы их по прикольным правилам. Опять же, мы переходим к тому, как эта механика все-таки называется? Но здесь у вас выбор карт. Здесь каждый из вас, у вас одинаковая рука карт изначально. И каждая ваша карта, она определяет, соответственно, как вы будете размещать своих космонавтов что-то в действие, общие короче, ракеты. Как, да, У вас там стоит 3-4, там, в зависимости от количества игроков, разное количество ракет, и в каждую ракету вылезает определенное количество космонавтов. И разыгрывая карты, вы можете космонавтов, во-первых, какое-то количество разместить туда, а потом что-то еще сделать. Например, взять раньше времени отправить ракету на Марс. Или, например, взять и выселить больше, чем надо. выселить чужих космонавтов в другую выселить, ракету да, и да, так да. далее. Взорвать пустую ракету, соответственно, места становится меньше, А ракеты каждая- разные да. по вместимости. А каждая ракета летит в определенный регион Марса. И вы вроде как хотите, с одной стороны, отправить своих людей в нужный вам регион, Нужный регион, с да. другой стороны, вы, может быть, хотите побольше людей отправить на Марс. Потому что потом у вас будут карты, которые позволят вам на Марс Ходить по Марсу, перемещаться, да, типа серии. по Марсу. И когда вы держите какой-то регион на Марсе, вы получаете победные очки. А с каждым раундом все больше, больше и больше. И вот если вы правильно туда населили, потому что населенность Марса становится с каждым раундом все больше, у вас как бы все больше очков. Классный выбор, Макс. Прогрессия, Отличная да. игрушка, я ее люблю еще с Я первой был редакции. очень удивлен, потому я люблю в целом контролы. Допустим, Blood Rage считаю одним из лучших, но просто не включил, потому что давно играл. А этот очень необычный. Он реально вызывает какие-то новые эмоции с ариоконтролем связаны. У тебя получается два ариоконтрола. Сначала в ракеты пытаешься посадить своих людей в нужное место, а потом еще на самом Марсе ты пытаешься что-то сделать. Да, отличный выбор. Очень жестокий. Так что да, шестое место, миссия Красной планеты. У меня 6-е место. Мы его сегодня уже озвучивали. И, как я понял, у нас будет некоторое количество перемещений. Но я здесь назову... Пересечений. Но я здесь назову не конкретно платформу, я здесь назову конкретно игру. И эта игра будет Bad Karmas. Игра на платформе Тебуру. Я объясню почему. На мой взгляд, если брать ее вот именно чисто как босс-баттлер, не брать то, что я люблю, чтобы был сюжет, все-таки было какое-то повествование, было развитие прогрессии и так далее, хотя там прогрессия есть. На мой взгляд, это самый крутой босс-баттлер, который я, в принципе, играл. По одной простой причине, что ни один карточный движок, ни один искусственный интеллект, который вам заложен будет в карты или в какие-то механики, когда вам там вы двигаете по этому самому, не даст возможности, которые дает вам босс-баттлер на Тебуру. Когда у вас игра сама сосчитывает положение всех объектов на игровом поле, включая вас, и за счет этого старается сделать вам больнее и хуже. То есть нельзя заложить в карточке варианты того, насколько много взаимодействия у вас может быть в этой игре. То есть если вы стоите там в 3 разных местах, а босс у вас умеет летать, то он за счет приложения будет лететь именно в то место, которое для вас хуже всего, или там, где он сможет наделать больше всего гадостей своих. Вас игра сама предупреждает про то, что будет делать босс в определенные моменты. У вас взаимодействие с игровым полем идет максимальное, при этом
Если бы вы делали это на картах, то вы проспойлерили бы себе очень многие части игры. А здесь, например, бывает такая штука, что вы, если вы вводите босса на нарисованный свет, вам сразу приложение прерывается и говорит: ребята, а вот случилось то-то-то. И вот если бы у вас это было на картах, то у вас, или на книжке, то у вас было бы сказано: если вы видите босс на свет, прочитать то-то. Ну да. И вы Кстати, такие уж думали, спойлер, бы, что надо вывести уж босс на свет, попробовать, что произойдет. А здесь как раз вы не знаете даже об этом. То есть, ну вот, вывели его, и получилось. У вас есть карта, да, и вы уже там присматриваетесь, мы потом уже, да, начинали присматриваться, где-то там, где-то тут мусор лежит, наверное, не зря просто так, а там, кажется, был босс, который испускает свет, и если ты в тени стоишь, ты не получаешь. И она вас тянет экспериментировать с тем, что у вас находится на игровом поле, с тем, что умеют делать боссы, при этом оставляя вас изначально в полном неведении. Да. То есть вы, когда играете в другую игру, например, то есть где у вас карты разложены, и у вас там будет лежать там колода, например, да, там типа кучек мусора, колода там кристаллов, да, там колода сталактитов, или это у вас будет написано в правилах, что если там вы бьете сталактит, прочитайте такое-то, бьете, вскрываете кучку, вот это такое-то. А здесь вы не знаете абсолютно ничего, вы входите в локацию, и вы как чистый лист. Буквально симулятор захода в первый раз к боссу в Dark Souls. Да, не только в Dark Souls, но там в Вове, там где угодно, как бы, да. Поэтому, на мой взгляд, это прям реально офигительный босс-баттлер, который вам дарит невообразимое впечатление, особенно при первом прохождении. А с учетом того, что в ней там есть варианты с увеличением сложности, и персонажи ваши работают по-разному, у нее достаточно большая еще реиграбельность. Поэтому мое 6-е место — это Bad Karmas, классный босс-баттлер. Ну, это не поспоришь. Да? Я не спорю. Да не, там просто вся фишка именно в том, что ты неосознанно пытаешься изучать локации. Потому что обычно, ну вот мы все привыкли вот к этим карточным движкам, либо книжкам, где нам говорят, что у нас есть те или иные объекты. И здесь ты просто сам, имея этот опыт, неосознанно сам уже отмечаешь для себя эти объекты, и такой, ну снимешь по-любому, что-то будет. А здесь еще, понимаешь, еще экспериментировать пытаешься. Здесь еще такая штука, знаешь, какая, типа там, ты бьешь босса, например, да, там, тупым оружием, да, а он такой, опа, ты понял, что он наносит меньше урона, и тебе это отмечается в приложении. Слушай, не, ну вот эта это история, в Descent было это тоже. было в Descent. Опять же, за счет приложения. Да, за счет Тебе книжка и карта этого не скроют. Но это больше про уязвимости. Они тебя сразу предупредят, потому что он такой-то, такой-то, да. В принципе, про уязвимости тоже, да, в том же самом Праймале тоже есть уязвимости. И если ты идешь условно с оружием не той стихии, ты будешь фиг да нифига наносить урона. Но ты знаешь предварительно, а не получаешь это опытным путем, как это сделано в Descent, либо в Bad Karmas. Что дарит, конечно, прям крутые впечатления. Да, да. Так что мое 6-е место — это Bad Karmas. Классная игра прям. А мы перешли экватор, ребята, и переходим к 5-му месту. Да. Начнем с Санечки. Больше Америтрэша, Богу Америтрэша. Я не против, я только за. Да, на 5-м месте у меня Гемония. Ого. Йоу. Так. Да. Сам не ожидал. Свежачок, как говорится. Да, сам не ожидал на самом деле. Но что-то в ней есть такое, что не отпускает. Наверное, просто стоило пережить определенный сценарий, когда прям вот страдалось. Нет, там реально прям страдалось. И тогда игра прям пошла. Ну, есть к ней определенные вопросики, но ничего страшного. В целом, перед нами классический Dungeon Crawler. Прям вот максимально классический. У нас есть сценарии, у нас есть фаза города, у нас есть фаза приключения, бла-бла-бла. Но весь сок именно в сценариях, потому что перед тобой раскрывается карта, на этой карте гора различных мест интереса, и ты далеко не всегда знаешь, что тебе нужно выполнить в том или ином сценарии. Тебе какой-то небольшой флоу дадут, и ты такой, а что мне делать? Не знаю. И начинаешь все точки интереса изучать. И вот это вот самое классное, что может быть. Потому что там очень часто случаются ситуации, когда такие, ну я пошел туда, а ты пошел туда. И у каждого что-то случилось на карте, и в итоге вроде бы один сценарий, но каждый, кто присутствует на карте, играет какую-то свою игру, какое-то свое приключение, которое в конечном счете складывается в общую картинку, и это приводит к очень прикольному результату. Скажем так, есть вот такая штука, что вы, когда обычно играете там полным составом какие-то приключения, на вас на всех не хватает, скажем так, контента и приключений этих самых. А здесь хватает на всех прямо. А тут у каждого персонажа своя книжечка. Да. Будем честными, там лор завозят с самого начала. Это игра, в которую, чтобы войти, нужно прочитать книгу, мне кажется. Ну, иногда с этим перебор. Согласен. Да ты знаешь, что мне кажется? Мне кажется, что вот если бы Хортон умел хорошо делать игры, они были бы как раз такие. Может быть, может быть. Потому что, ну, по факту она такого хортонского формата.
Это игра приключения с огромным объемом текста, особенно вводного текста, где у вас каждый персонаж имеет прям реально свою историю, и вы можете играть за других персонажей, проходя их историю в том числе. То есть приключения у вас будут те же самые, но как будет развиваться ваш персонаж и что он будет делать, это немножко другое. У вас предыстория у каждого героя, у вас его история развивается по ходу прохождения, и само прохождение тоже как бы развивается, вас ведет либо в одну сторону, либо в другую. При этом классно сделано, что там, как в Role Player Adventure, есть фракции, с которыми вы либо дружите, либо можете, например, наоборот, поссориться. У вас много различных событий. Вот мы, когда играли в игру, я особо отметил следующую штуку, что вы вышли из города и идете в приключения. Ну, по дороге у вас происходят события, иной раз не менее интересные, чем само приключение. Если не более. Классный выбор. Да, ну и там, соответственно, в ходе этого приключения ты еще какой-нибудь сайд-квестик хапнешь, и вместо своего выбранного приключения, вернее, вместо того, чтобы идти по основной ветке сюжета, просто пойдешь сайды делать. Хороший, да, хороший выбор прям. Я не стал ставить ее, прям сразу забегая спойлером, что у меня не будет гегемонии, просто потому что я хочу в нее еще поиграть сначала, чтобы решиться, и может быть в следующем году она появится, когда мы пройдем до конца. У меня на 5-м месте, я говорю, Он аж сам удивился, понимаешь? Начинается жара, потому что у меня в топе. На 5-м месте у меня тоже свежачок, Лоботомия, вторая. Мы ее, получается, сыграли где-то в начале года, и я все еще под впечатлением, я все еще жду момента, когда мы сможем продолжить в него играть. Это Dungeon Crawler. Можно сказать, классический тоже в каком-то смысле. Да, прям такой, да. Он прям классический, да. Вот. Но тематика так вывозит. Я если честно, так устал от Dungeon Crawler в каком-нибудь высоком фэнтези или просто в фэнтези. Уже так заколебало, потому что его так фэнтези. много. Мрачный фэнтези достало уже на салсах. Все туда, да. Очень достал, и это прям глоток свежего воздуха. Она все воспринимается иначе. То есть механики, было как минимум во много каких игр. Все вот это было, но из-за тематики так это все меняется, так создается сюжет прямо на глазах, грубо говоря. Очень хорошо написан сценарий, боссы прикольные из-за этого как раз тоже. Очень много юмора как раз из-за этого, а я вообще обожаю, когда в играх юмор, особенно аж про психушку, и вот уже начали выкладывать, я так понял, уже давно выкладывают карты с переводами и с персонажами, это очень смешно, я думаю, это очень классное решение было показать их заранее. Вот такое у меня 5-е место. Долго тут нечего, потому что это реально Dungeon Crawler, просто с очень крутой тематикой и играется очень бодро. Одобряем. 5-е место Макса, Лоботомия 2. У меня на 5-м месте, что мне кажется, у нас чем ближе к топу, тем больше будет пересечений. Игра, про которую сегодня уже говорили, называется она Comic Hunters. Просто мне она понравилась немножко больше, чем Саше, видимо. Потому что у меня нету антипатии к сет-коллектингам. На мой взгляд, реально очень классная игра, построенная по классной схеме. У вас 3-4 мини-игры в самой игре. Где там 4? Да забей ты просто, это уже мем просто, можно сказать. Где вы будете собирать комиксы в каждом раунде немножко по-разному. Собираете вы их тем, что вы платите одними картами с руки за то, что берете другие карты с руки. Как бы продаешь комикс, чтобы купить комикс. 4-е это выставка. Конвенты. Драфты. Давай больше не Потом, да. Но неважно. Так вот, очень круто, я люблю Marvel. Мне нравятся комиксы, я люблю читать, мне фильмы нравятся, в принципе, все как бы, я большой фанат. Но здесь еще радует очень то, что они каким-то образом договорились и сделали все классические обложки, которые только могут быть про некоторых персонажей, то есть про всех персонажей, которые есть в игре, положили их туда в виде карточек. Ты сидишь, там их даже просто ты сидишь, и просто сидишь и разглядываешь. Вот твой ход уже, а ты разглядываешь обложки, потому что они классные. На мой взгляд, там не самый крутой сет персонажей, который мог бы быть. Потому что, Черную вдову нафиг можно было бы выкинуть и поставить что-нибудь другого. Но в целом... Челопука можно было выкинуть. Нет, Челопука нельзя выкинуть вообще никогда из Марвела просто. На нем Марвел живет. Никто не будет покупать ничего тогда. Короче, классный сет-коллектинг, фактически языконезависимый, вам только надо правила прочитать, поэтому, если будет возможность, обязательно возьмите себе, привезите его, она стоит какие-то копейки, за рубежом пока даже. Еще есть. Да. И у этой игры очень интересная история. Ее изначально выпустили в Бразилии. Каким образом они получили марвелскую лицензию, фиг знает. Потом она ушла из продажи, ее все искали, потому что она где-то хайпанула очень сильно. И вот сейчас ее немножко перевыпустили. Класс. Игра очень красивая, играется быстро, и посадить за нее можно пройти кого угодно, даже того, кто не любит Марвел. Просто хорошая коллекция. Там считать особо не надо, просто смотришь. Примерно, что самое дорогое сейчас. Еще вот правильно Саша сказал, она еще разнообразная каждый раз, потому что у вас условия получения победных очков каждый раз разные. И у вас даже не каждый герой каждый раз будет вообще, в принципе, очки приносить. Это правда. Да. Репутация разная. Да. Герои разные. Класс. Но мелкие жетоны бесят.
Это правда, их бы железненькими прям Да. вообще было бы. Да и хотя бы деревянными. Да. Мое 5-е место — Comic Hunters. А мы переходим к 4-му. И эта игра уже сегодня была. О, неожиданно. Так. Да, это Смотри, лоботомия. отгадала. Отгадал, смотри, прямо. Да. Не, лоботомию я еще помню по первой. Я прекрасно помню, как Пал Палыч нас в пушках-мишках гонял по лоботомии, при этом он для первой игры сделал, 3D-объекты. То есть мы не просто в шкафчиках каких-то, не знаю, нарисован. Да, там реально из картона сделанный шкафчик. То есть он это все сделал из картона, и мы вот в этом копались. Это так классно было. Вот, и когда на Кике выходила вторая часть, я такой, о, да. Особенно с условием, что они такие, а мы возьмем героев из первой части и засунем их во вторую. Я такой, ну все, ну. И да, это тот самый очень стандартный, прям вот максимально привычный Dungeon Crawler, который тащит именно своей тематикой. Где ты реально псих, и тебе игра говорит о том, что ты псих во всем, что ты будешь делать. Там интересно сделано то, что как бы вы психи, которые представляют себя чем-то смесью между тем, кем они были в жизни, и каким-то известным героем из поп-культуры. Там Гэндальфом, Джоном Уиком, Терминатором, кем угодно. Как бы. И у них способности связаны с тем героем, от которого они фанатеют. Да. Вайбы знаешь, какие у него? Если кто играл, South Park Stick of True, где они тоже представляли себя, по сути, там, фэнтези как раз толкинистское, типа что-то в этом роде было. Но при этом все люди вокруг обычные. Интересная смесь, дух этот интересный. Не, я когда сажусь за нее, у меня сразу воспоминания о запрещенном приеме Снайдера. Это серьезный фильм, отчасти. В смысле серьезный фильм? Там тему поднимать серьезно. Это да. Просто здесь прям утрировали все это достаточно сильно и добавили достаточно большое количество юмора. Там юмора поменьше, но ровно такая же психушка, ровно так же они просто у себя в мозгу генерили всякие ситуации, которые потом в реальности немножечко по-другому выглядели. А там же будет персонаж, кстати, основной на запрещенном приеме. Вот, и это прям, там девчонка с катаной. Да. 4-е место Саня. Лоботомия. Макс, что у тебя там? Я проверю на всякий случай, Я тоже, да. Соврать, да. Тоже не прям новая игра, но я попробовал в этом году. Спасибо большое, что ты ее показал. Я Монополия. Огромный фанат лавкрафтовщины. Огромный фанат лавкрафтовщины. И эта игра меня вернула в настолки по Лавкрафту. Я понял. Ктулху, смерть может умереть. Отличная игра. Получается, еще один Dungeon Crawler. Ну да, в целом. В целом, да. Но он тоже не играется как Dungeon Crawler, во-первых, потому что не фэнтезийный, слава тебе, Господи. А во-вторых, потому что... Сейчас он его босс-батлером назовет. У нас, да, был спор, что я все еще считаю, что там по большей части босс-батлер. У него, я скажу про самую крутую фишку, потому что я уверен, что у кого-то еще тоже будут списки, надеюсь, по крайней мере. Самая крутая фишка — то, что у вас босс не привязан к сценарию как таковому. И получается, что вы каждый раз смешиваете босса и сценарий, и играется по-новому, на удивление. И мы даже пробовали, взял сценарий, который я знаю, но взяли босса, которого я не знаю, и вообще все шло по-другому. Как раз когда ребята приходили с другого канала. И тут я понял, что это реально шикарная игра. И игра, которую можно очень долго переигрывать, это раз. Во-вторых, в ней куча допов крутых вышла. И тема Лавкрафта. Что еще надо для жизни? Механики потрясающе легкие. То есть объяснить человеку, который в нее не играл, и посадить его... Два действия ты делаешь каких-то очень важных. Да, кайфово то, что у игры очень много реиграбельности за счет того, что каждая партия у вас составляется из 3 частей. Ваших персонажей, которых вы берете, а их много на выбор, они действительно немножко по-разному работают. Самого сценария, в котором есть некоторая такая небольшая сюжетная составляющая, и босса, который вам меняет часть компонентов сценария, в зависимости от него у вас будут другие каждый раз. Это прям круто, да. То есть есть какая-то задача, но напасть меняется каждый раз, и вы в зависимости от нее уже как-то по-другому начинаете выполнять. Очень хорошая игра, я с тобой согласен, прям у меня тоже одна из любимых игр, в принципе. Кайф. Макс, 4-е место. Это Ктулху, смерть может умереть. У меня 4-е место. Это Большой Еврос. Я понял, классный.
А больших Евросов еще не было, да? Был, Waitfall у него был. Да опять Waitfall. Господи, У тебя всё время ничего не было, но был одну Waitfall. единственную игру из этих всех не поиграл, и теперь у меня вопросы. Нет, смотри, сейчас будет игра, в которой ты вторую не поиграл. Это «Галактический круиз». Великолепная евро, просто замечательная. В ней и тематика классная, атмосфера прослеживается. В этой игре, которая фактически как бы такого лосердного типа игра, но при этом она вам не грузит мозг настолько, что у вас чувствуется усталость после партии. Вы прекрасно играете, строите себе корпорацию, которая запускает галактические круизы. То есть космическая отрасль развилась настолько, что в космос летают туристы. И вам нужно этих туристов развлекать. И поэтому вы строите ракеты, в которых у вас будут всякие элементы развлечения. Горки, Город. это сам казино, аквапарки, бассейны, спа-центры, игровые комнаты, настолочные и так далее. И вы строите, соответственно, себе их. Плюс, соответственно, бронируете себе маршруты, по которым вы их повезете, потому что кроме того, что основная цель ваша — свозить их в космос, а вот то, что вы построили ракету, чтобы они там развлекались внутри, это как бы чтобы людям было чем заняться во время перелета от точки А к точке Б, а они в космосе, как понимаете, могут быть достаточно продолжительные. И вот чтобы вы гребли деньги не только тогда, когда они прилетают на место и там вам платят за экскурсию, но и во время перелета тоже как бы строите эти ракеты. И вот в игре крутой, очень ощущается момент такой. Вы первую свою ракету прям должны выстрадать. То есть вот первый запуск в космос у вас такой сложный прям, вам надо это сделать. Но потом у вас уже за счет того, что финансирование пошло от туристов, вы уже получаете себе больше ресурсов, вы можете спокойно строить другие ракеты, а еще это возвращается, вы можете ее по второму разу запустить. И вот если вы правильно все грамотно сделали, игра дарит реально классное эстетическое удовольствие. И от того, как она выглядит гораздо интереснее, чем многие евросики такого типа. Это все Она- Тул. Да, не, ну даже не в этом дело, просто там сама тематика тебе позволяет выглядеть хорошо. То есть там каждый тайл, который вы вставляете в ракету, это уникальное изображение какого-то развлекательного места. А с дополнениями становится более мозголовной, более комплексной, но без дополнений прям вот, я бы сказал, это такая вот евро на стыке хардкора и мидкора. Прям вот она на такое начало хардкорчика, но не совсем хардкорная. Поэтому поиграть в нее можно даже с игроками, которые не хотели бы слишком себе хардкорных игр. И движок в ней классный, вам надо в многих вещах успеть. У вас кризисность ресурсов постоянная. Короче, прям классный евросик, который можно было поиграть, если особенно вам нравится космическая тематика. И, в принципе, хотелось бы в том числе постебаться над ней, потому что у вас там, ну, такие штуки строятся в ракетах, что просто такого не может быть. Да ладно. Ну подумаешь, я построил ракету, в которой у меня выход в космос, комната с антигравитацией и батут. Офигительное космическое развлечение, да-да-да. А что, максимально космические развлечения. Короче, у меня на 4-м месте это «Галактический круиз». Обалденная игрушка. Большая коробка, достойная прям полок. Мы переходим к самому сочному, что было за год. Давай, Сань, твоя бронза. Это галактический круиз. На небе только и разговоры, что о галактическом Да-да-да. круизе, в который я не поиграл. Да. Но на самом деле, к тому, что ты рассказал, я бы еще добавил, что по мере строительства ракет у тебя очень сильно смещается акцент с одного куска поля на другой. То есть в самом начале игры ты больше внимания обращаешь к основному куску поля, где у тебя действия, и ты пытаешься туда закинуть свои шестеренки, чтобы у тебя были нормальные связки с двух действий, вернее, с двух частей, условно, поля, для большего разнообразия действий. Ты больше внимания уделяешь различным отсекам, которые ты впоследствии будешь строить. Но стоит тебе построить первую ракету, ты все свое внимание переключаешь на маркетинг и делаешь все ради маркетинга, потому что там начинается первым забронировать тот или иной маршрут, первым закинуть тех или иных пассажиров, потому что тебе нужно забить. Привлечь их, да, типа. Прикольно, когда игра теряет свою тематику, даже, можно сказать, немножко меняет внутри по мере. И потом просто, реально, мы, если сначала такие, блин, он увел мой этот самый отсек, гад, потом, он увел моих пассажиров. Такой, скотина. В смысле он распродал свои билеты на распродажу, просто выгреб всех нужных миплов, просто потому что он типа изначально привлек других, запуская ракету, А потом поменял, такой, да. а потом поменял свой выбор, просто выгребая из другого места. И ты такой сидишь, а что мне теперь делать?
Блин, немногие евросы такого Не-не, они ощущения, она прям классная, которые да. основаны на... И на самом деле дополнение, я бы не сказал, что они усложняют игру. Я не Они, сказал усложнить, я сказал делать более комплексно. они Тебе её надо... не делают комплексней. Скажем так, делают более интересные вещи. Потому что базово у тебя отсеки стыкуются просто вот спокойно. Типа, Потому у тебя есть пас, скажем так, Да, под у тебя отсеки. всегда в центре тайла есть пас. Соединяя два тайла, ты спокойно получаешь место под мипло. А в каждом из допов, которые сейчас даже есть на русском, эти пазы смещаются по То есть тебе надо горизонтали. искать, типа, если у тебя одна с правым пазом, то тебе надо искать вторую часть ракеты тоже с правым пазом. И я бы не сказал, что это комплексность какой-то добавляет, больше такого разнообразия небольшого. Тебе приходится там другим механизмом пользоваться, тебе приходится прокручивать тайлы и так далее, Да, как бы, тратить ну, на это ресурсы. Ну, то есть, Юрий, имеется в виду, что там не фан добавляется какой-то, а именно микромеханический. А там как раз больше ты наоборот, вот у тебя еще больше смещается акцент на разные части поля в начале игры, потому что ты такой, так, мне нужно собрать вот такие вот тайлы, и ты смотришь прямо на рынок, потому что там есть механики, которые позволяют тебе прокрутить его, рынок этот. И ты такой, прокрутить или не прокрутить, а может под вторую ракету мне собрать те или иные. И ты просто по-другому смотришь на рынок. Потом ты на него забиваешь, когда у тебя уже хватает отсеков условно на 2 ракеты, и спокойно начинаешь заниматься чем-то другим. На рынок, опять же, ты начинаешь немножко по-другому смотреть, потому что мы на него вообще забили в свое время, ресурсов нам хватало. Ну, там есть возможности, как бы, тебе Да. наменить. Саня, 3 место, галактический круиз. Галактический круиз, да. Отличный выбор. Я тоже Максимка, думаю. что там у тебя? Галактический круиз. Так, закинул просто на сдачу. У меня необычное 3 место, кстати, тоже свежачок немножко. И я тоже от этой игры, например, ничего не ждал, вообще ничего не ждал. И хорошо, что, опять же, ты посоветовал. Не буду... Я ладно, умею игры советовать просто. Не буду тянуть за вот эти мягкие места. Короче, это «За корону». Да ну вас. Дайте это тоже сделаю, каминг-аут. У меня на 3 месте тоже за корону. О, ништяк. Тогда можно просто вместе У меня поговорить. на 3-м месте не за корону. Да. Это горижопа. Это горижопа года, я бы сказал. Да. Ну да, кстати, грижопа год, действительно. Что это, декбилдер? Динг? Только с одной колодой. Как Да, это где вы странно все не вместе звучало. строите одну и ту же колоду. Как это Но карты странно свои сейчас покупаешь. прозвучало. Там, смотри, ты покупаешь карту. Декбилдердинг. Декбилдердинг, да. Декбилдердинг. Это игра, в которой вы все вместе в свой ход, каждый из вас закупает одну карту. Ну да, всего одну И карту. эта Там карта просто кладется в общую колоду. Для того, чтобы вы потом понимали, что это именно ваша карта, она кладет специальный протектор, у которого на лице помечено вашим цветом. А потом эти карты потихонечку скрываются, и вот тот, чья карта, он разыгрывает с нее эффект. А эффект там обычно такие, типа, Саша, снимай штаны, наклоняйся, Макс, типа, получи по морде, а вам вот туда вот в штаны направили енотов как раз, тебе куда, которые ты снял, типа, у тебя там еноты будут беспределить. Раз уж ты нагнулся. Да. И в нее можно играть по злому. Ну, то есть как, в нее все играют по злому, но в нее в целом можно играть по-доброму немножко. Когда ты будешь покупать себе карточки, которые тебе дают кристаллики, тебе дают денежки и так далее. Но Зачем, по-настоящему, чтобы с детьми можно было играть? да, она очень конфликтная, злая, но не сильно обидная, потому что вроде как все прекрасно понимают, кого надо гнобить. Да, тебя. Ну, в том числе. Но Для конфликтных в игр этой- важно, чтобы быстро игралась. Она реально Да. быстро играется, из-за этого не обидно, потому что проще, быстрее уже заново хочется начать. Там, знаешь, там очень крутой механизм сделан того, что вот обычно, когда вы играете, и у вас ресурс тайный, победа очки тайные, да, вы никогда точно не знаете, кто выигрывает и кого надо по-нормальному гнобить. То есть, понимаете, что вот Юрец там типа набрал, ну там больше всего в тот прошлый ход, поэтому давайте его гнобить. А здесь у них есть специальный эффект. У тебя изначально есть 10 кристаллов и специальный тайлик, который типа реликвия твоей семьи, он то, что 10 кристаллов. И вот когда у тебя 10 кристаллов закончились первые, да, ты обязан поменять его. И все поняли, что, по крайней мере, половины у тебя уже нет. То есть тебя, может быть, в этот момент уже можно перестать гасить, как бы, да, отвлечься на других, которые там помощнее. И в ней столько вариантов, что с тобой можно... Там символов всего штук 5, наверное, разных. Да, 5 раз, по-моему, символ. А что они могут с тобой делать, как бы, это настолько вероятно, то есть возможности того, как ты можешь насолить оппонентам, что диву даешься. То есть ты можешь и отправлять ему жетончики, которые, если накапливаются у него больше всех, ему будет плохо. И двигать его по порядку хода, чтобы в определенный момент он получал минусовые очки за то, что он хуже всех стоит. И, в принципе, отбирать просто у него кристаллы, как бы, и делать так, чтобы он денег не получил. Короче, прям классно. И для любителей не считать, есть еще карточки с эффектом кубика. Там есть кубик, и вот ты, если не хочешь выбирать, что делать, просто берешь с кубиками и кидаешь. А там рандом,
У меня ребята офигевали, просто я кидал кубик, на нем на шестерке, типа, 2 кристалла получить. То есть самое мощное действие, которое есть в игре, типа. И я кидаю, а у меня 4 карты, я закинул себе в колоду с этим, и на одной из них 2 кубика. И вот я бросаю 2 кубика, 2 кристалла, 2 кристалла, 2 кристалла. Следующая карта выходит, брось кубик, 2 кристалла. Следующая карта выходит, 2 кристалла. Народ такой, типа, какого хрена, 8 кристаллов, заход, типа. Типа. Да, горят чуть-чуть. И она И я вроде никому ничего плохого не сделал. Да, как всегда. Ничего плохого никому не делал, и все его гнобят. Почему? Просто не вышел вроде ничего плохого никому не сделал, а гнобить хочется меня. А, то, что да, по сути, да, ничего не Я же вроде сделал. никого ничего не отобрал, как бы, никому гадость не Агрессивные предложил. карты не покупал, получается. Не предъявишь. Но почему-то выигрывает. Нет, не выиграл я мне ни разу, по-моему. Потому что тактика работает. Короче, очень классная игра. Макс и я. Выглядит еще. Мы Да, забыли сказать, выглядит что классно, выглядит да. потрясающе. Потрясающе выглядит. Элементы Компоненты, да. потрясающие. Там сундучки для каждой фракции. Помнишь, в этом самом были в Диаманте были сундучки вот эти, да? И они были хлипкие, вот эти все, вот эта фигня вот как бы такая вот. И вот еле держались такие они были там. Крышки вот эти вот так вот, короче. Здесь прям толстенный картон 3-миллиметровый для этих самых, для сундуков. И они еще с глянцем сделаны, все блестят. Кайф, короче. Кайф, играет. К ней Кому не показывал, прям хочется всем деревянные жетоны понравится. всего просто вот. Ну, блин, занимательность-то будет, конечно. Не, ну просто вот вместо этих самых, вместо деревянных Вместо кристаллов, деревянных, пластик картонных, кристаллов хочется, да. да. Очень хочется. Классная штука. Третье место у меня и у Макса за корону. Как совпал-то, да. Да. Бывает. Будет еще хлещ, мне кажется. Да ладно. САС. В тылу врага. Саса. САСа. ССС. Все-таки пришли мы к САСу. Начали с САСа и закончили с САСом. Да. САСа выбрал САС. Ну, тут история чем-то сродни этому самому земле в осаде. Только игра больше даже не то что пародирует, а дает такие хорошие воспоминания о детстве и о легендарном Командосе. И игровой процесс тебя прям очень хорошо возвращает в это. Плюс набор миссий, которые ты проходишь, ты такой, блин, ну это прям как там было. Ну хорошо, не прям как там, но на 90% похоже. И самое смешное, что при всей, даже не математичности, а какой-то серьезности темы, серьезном геймплее, очень крутые и прикольные мувы можно делать. Потому что мы творили вообще какую-то непонятную дичь, когда играли. Давай так, мы когда играли, мы крались минут что-то 10-15. А потом бросили гранату, да. И первый же чувак нас увидел, когда гранату. Не, мы тогда не бросили гранату, не на... А, гранату в конце бросали. Да. Там просто очень хорошо построена механика стелса. От этого, в принципе, строится вся игра. Но этот стелс очень легко сломать и очень сложно восстановить. Да, я дам один пример интересный. Короче, мы пошли 2 путями, что там нужно было убить офицера врага, который стоял в доме. И как это выглядело? Саша переплыл через реку под водой. Саша потратил на это 10 ходов. Погоди, и через кусты немножко через кусты пробирался. Мы в это время на лодочке переплыли с другой стороны. И фактически должно было выглядеть так. В тот Я снайпером стоял у моста. Подожди, не в этом дело, погоди, дай я скажу. Не в этом дело. Самый главный смысл был в том, что если бы это было в кино, это бы выглядело так. Стоит немецкий офицер вот так вот на столе склонившись. В этот момент тихонько открывается дверь. Там заходит Саша. Из гарпуна. Нет, подожди. У меня гарпун, подожди, у меня не было ножа. Послушай, я расскажу. Я же передаю смысл. Вот так вот с ножом над ним замахивается, и в этот момент в окно к нему на стол вылетает граната. Ну, в принципе, так оно и было. Я говорю, не перебивайте, дайте мне сказать, как бы, да. Потому что я развернулся и пошел обратно в кусты, все еще находясь в стелсе. Типа того, да. Так а зачем бросать гранату? Ну как, она точно сделает дело. Давай, Сань, так, это будет стопроцентный вариант. У меня там был стопроцентный вариант. Только мы бы еще и спокойно, внезапно выжили бы в этой миссии. Но это было бы не эпично. Конечно, не эпично, потому что вы потом прыгнули опять на эту лодку и начали грести. А это знаешь, как обычно бывает, да? В то время, когда за вами вылетает идет такой герой, подожди, идет такой вот герой, да, вот такой, типа, и там сзади взрыв такой, да? Здесь был такой герой крадется, а там сзади взрыв. Вот. Саша на 2 место. САС в тылу врага. Шикарная вещь. Макс, что у тебя там? Ну смотри, это новая игра. Познакомился в прошлом году, но так много играл в этом, что просто не мог не поставить, потому что даже если бы это был не топ этого года, а вообще за все время моего существования, моего настолочного, в общем, времени, опять не буду тянуть. Короче, это «Властелин колец. Дуэль». Угу.
Я все еще считаю, это лучшая дуэльная. Я вообще плохо отношусь к дуэльным играм по многим причинам, но это просто потрясающая игра. Я знаю, что она на основе сделана все-таки другой игры, да, но тематика плюс механика, как это все элегантно друг из друга выходит. Каждая карточка нужна, нет чего-то ненужного. У тебя 3 поля, за которыми надо следить, при этом тоже можно посадить любого человека за нее играть. По сути, сет-коллектинг. Еще очень красивая. Не везде. Ну, с такой, с движочком небольшим, да. И... Да что про нее рассказывать? Просто очень крутая игра. Это игра, которая выросла из 7 чудес дуэли. Получила иллюстрации Винсана Дютре по «Властелину колец». Много точек соприкосновения. 7 чудес «Властелина колец». 7 чудес «Властелин колец», да. «Властелин 7 чудес». Да. «Властелин 7 колец». Ну что, надо тут много чего рассказать. Там 3... Классная игрушка, классная, да. По-моему, в топе у меня было в прошлом году. У меня. У тебя? У меня точно была, да. У меня точно была, значит. Ну, у меня бы и в прошлом была, и в этом была, ну, потому что я много в нее играю, реально. Это одна из самых переигрываемых игр, наверное. Она играется быстро. Да, типа 25-30 минут партии, это прям... Каждый раз интересно, каждый раз все по-новому идет. Очень интересно, там несколько канатов. За каждым нужно следить. Один отпустил, скорее всего, проиграешь. Скорее Поэтому всего, надо да, везде тебя типа дожмут держаться. именно по нему. Там есть, и там очень красивый еще такая полосочка прозрачная, на которой бегут, соответственно, хоббиты. Назгулы и их кольцо. Назгулы догоняют, да. Прям клево. Хороший выбор. А у меня на втором месте место 2 и Лоботомия 2. Да, я считаю, что это прям великолепный данжен-кроллер по нескольким причинам. Во-первых, в нем хорошо знакомы многим механики, что позволяет упростить вход в игру. То есть игра по факту для всех. Игра при этом, в отличие от того же самого зомбицида, она содержит очень хорошую сюжетную составляющую. В ней играть можно двумя способами. Первый способ — это играть дневные кошмары. Это ваншоты, так называемые, то есть одноразовые приключения, в которые поиграли. При этом в них вы можете себе выбирать, скажем так, уровень сложности и длительности партии. Потому что когда вы входите в дневный кошмар, вы выбираете сразу, сколько кошмаров вы сыграете. И вы можете там от 1 до бесконечности их взять. И если вы успеваете типа кошмары закрывать, там причем в каждом кошмаре сказано, когда вы открываете следующий, начинаете. То есть у вас может такое, что вы один не прошли еще, у вас уже 4 других открылось, и из-за этого у вас очень сложно будет. И оно влияет на конец партии. То есть усиливает, непройденные кошмары усиливают босса. А можно играть кампанию, то, что вот я люблю как раз больше всего. Сюжетная кампания. При этом не как в зомбициде, когда вы там играете и вот читаете вот так вот текстик, у вас там прям нормально. Во-первых, текстов в наведении, текстов в ходе партии. Как раз вот как то, что было сказано, что нельзя сделать без приложения, что у вас в тексте написано, какие триггеры у вас будут. При этом триггеры там есть как открытые, так и закрытые, потому что некоторые триггеры у вас в книжке, некоторые триггеры у вас идут на картах. И вы их заранее знать не будете. И прикольная штука еще с тем, что у вас поле даже игровое открывается по ходу игры. А я вот прям очень люблю это. Да, не, ну это не то, чтобы прям какое-то нововведение. Не нововведение, но это классно. Это классно. Но вместе с этим ты еще и не понимаешь, как у тебя завершается сценарий. Да. Это да. Потому что вам, всегда чтобы присутствует это... понять, что вы делать будете перчинка дальше, небольшая. вам нужно сначала выполнить определенную часть, потом вам скажут, что нужно делать дальше. Я помню, как это было, мы что-то делали, было очень-очень-очень тяжело, мы такие, ну это точно конец, открываем дверь, а там еще полгорода открывается. Да. И таймер там есть безжалостный достаточно. То есть, ну и в игре, конечно, великолепное чувство юмора, классно сделанные персонажи. И очень злые собаки. Очень злые собаки. Интересная тема с тем, что вы до конца игры не будете знать, точно ли это действительно демоны поработили психушку, или вы просто не очень здоровый человек, что достаточно логично было, потому что вы в психушке находитесь. Но как бы много всего, много отсылок к поп-культуре, к компьютерным играм, к фильмам, ко всему, чему только можно представить себе. В игре этого куча, не только в персонажах и в предметах. А может даже меч света найти. 3 раза уже Его нужно всего лишь представить. Да. Вот это тоже отдельная штука, прям вообще огонь. Короче, очень крутая игрушка. Зомбицид она мне вряд ли заменит, потому что зомбицид это для совсем начинающих, у меня он для определенных... Да, это другое. Для определенных гостей, скажем так. А вот эта игра, это для тех, вот, когда я хочу посадить за крутую игрушку, чтобы в ней был сюжет, и чтобы люди могли насладиться процессом, при этом, чтобы она была достаточно сложная, чтобы ее можно было не каждый месяц пройти с первого раза. Прям вот оно. Лоботомия 2. На втором месте. Ну что, переходим к самому остренькому. А что к самому остренькому? Да, дайте сделать небольшое введение. С учетом того, что до сих пор никто не назвал эту игру, я прекрасно понимаю, что у всех троих нас на первом месте. В этом году вообще, в принципе, получилось так, что у нас достаточно много пересечений, но мы, опять же, много играли вместе, и мы много крутых игр играли вместе. Хотя, честно скажу, что
в этом году общее количество прям крутых игр, на мой взгляд, меньше, чем было в прошлом у нас было поиграно. Много было хороших, но прям очень крутых. Мне кажется, что было меньше. Но я знаю точно, что в следующем году их будет больше, чем в этом году. Потому что в этом году многое не приехало, то, что я прям очень хотел поиграть. Какая сложная речевая конструкция. Да. Под конец уже надо же. Ладно, давайте на счет 3, да? Что-то скрываем. Типа, 1, 2, 3. Аридия. На первом месте у всех нас великолепное приключение. Мы даже проводили стрим, где рассказывали про то, как все это было. Игра с открытым миром, в котором путешествуете, получаете квесты, делаете по факту, ходите куда хотите, выполняете квесты в любом порядке. Качаете своих персонажей, хорошая система боя, уникальные расположения всех локаций, которые только есть. То есть ни одной локации у вас не будет, которая, ну, там, за редким исключением, типа вот этих вот охоты и так далее, когда у вас там просто ну, скажем так, все, что квестовое, оно все уникальное. И каждый бой вас будет удивлять, каждый новый монстр вас будет удивлять. При этом даже монстр, который вы встречали, если вы встречаете по новой, он может вас удивить, потому что это типа другой монстр немножко будет. Да. Карточка там меняется, да. Сюжет классный, многообразный, с хорошим юмором также, с шутками, прибаутками. Выглядит потрясающе. И компоненты в игре просто богические. То есть это игра, в которой у вас общее игровое поле карты меняется. Игра, в которой у вас меняются, у персонажей даже одежда меняется, как бы, на минке. Какой-то непостижимый уровень, на самом деле, проведенной работы. Я вообще не думал даже, что такое можно сделать, потому что это как будто невыгодно. Как у меня в голове звучит невыгодно, но оно кто-то это сделал. Ну, все эти выдавливаете. приложения не хватает. Да. Единственное, что, как бы, конечно, с приложением она была бы более элегантной, на мой взгляд. Ждем вторую часть, может, тогда. Да. Я бы, это, да, это, хотел это бы, делал столько лет. Потому что, а мы говорили уже, да, сколько мы обратно ее собирали по времени? 4,5 часа в пятером мы сидели и раскладывали обратно. И то некоторые отвалились, между прочим. Потому что это игра с механикой типа зеленое наследие вроде как. Это было больно. Саня, твои впечатления от игры? Немножечко прям. Кайф. Мы столько раз уже Да. рассказываем, мне Да. кажется. Не, на самом деле, это это не самая идеальная игра. У нее хватает косяков геймдизайнерских именно со стороны управления, просто потому что все сделано на картах, и ты просто вот так вот влипаешь на какой-либо тупик, как это у нас было с Разочек было, да, в конце самом. поиском сокровищ, просто потому что одну карту не перевернули, просто потому что... Ну, где-то там 20 партий назад, да. Да, и все, и вот это вот восстанавливать было, вернее, весь этот путь заново восстанавливать было тяжко. Очень слабый сюжет. Ну, центральный. Нет, не центральный, а героев. То есть это да, вообще да, не, это блин, вообще можно сказать. Он его убитый нет. просто, Он да. просто Его проще не- было не делать. То есть в отличие от Агемонии, где у тебя прям сюжет героя, это когда сюжет героя, здесь у вас... вообще Это ничего скорее не сделано. предыстория, чем сюжет. Ну да. По сути, Да там про даже прошлое в предыстории, основном. при этом она тебе не факт, что придет. Ну вот, то есть мы Так она ни на что и отыграли... не влияет, ты ничего не получаешь из этого. Это да. Ну, то есть мы прошли всю игру, а я так и не понял, ну и чё, ну срезали бороду моему гному, и чё? Ну там просто смысл... Лор мира. Я вот просто подумал Типа. над этой темой уже после прошествия игры, и я понял, что для чего это было в принципе сделано. Нам изначально про нашего персонажа не рассказали, чем мы провинились. Ну да. И вот в ходе этого тебе рассказывают по факту, чем ты провинился. Ну могли просто дать карточку. Могли рекомендаций. просто дать тебе, могли сначала дать, просто объяснить, чем ты провинился, и не нужно было бы за ними бегать их искать. Но игра дарила на протяжении всего прохождения, а там, ну, очень много, то есть сколько мы, больше полугода играли в нее, каждый понедельник. На протяжении всего прохождения она удивляла каждую партию. То есть каждый раз там было либо что-то новое, либо что-то неожиданное на том, что уже было на тех механиках, либо что-то было по сюжету, либо что-то было прям по механикам, даже взаимодействия мини, как они друг с другом взаимодействуют, там это было. Но ни разу не было такого, что мы куда-нибудь приходим, блин, опять это. Да-да-да. Нет, над тобой каждый раз Мы удивлял. приходим, опять, а потом ты понимаешь, а ни хрена не это, как бы, да. Да ладно, там было так, что надо подкачаться. Через 2 сессии приходим. Мы подкачались. Не, ну И нас вперед помнишь, ногами. когда вот этого самого желейку Лурда, да, которую мы первый раз встретили, так и потом нам говорят, вам надо пойти найти Лурда. Мы нашли второго Лурда. Думаю, сейчас мы будем знать, как его бить. А он вообще другой. Ну, короче, это очень крутая игра и офигительный настольный опыт для тех, кто любит приключения. И для тех, кто любит, соответственно, Амери, но проходить надо прям компанию, сажать людей одних и тех же. Там есть вариант того, что вы можете каждую партию играть немножко меньше, но вот еще минус игры, она не масштабируется. Ну да. Но никто не спорит, такую огромную такую игру делаешь, очевидно, у нее будут какие-нибудь проблемы-то будут. И... Многие Скажи, просят Александр. масштабирования. Первое место. Максим, первое место у Поздравляю всех. вас, поздравляю вас. Шампанского Аридия не хватает. Paths with Dare to Tread.
Да, еще на GameFound допчик с рыбалкой. Не, ну уже хватит, все, хватит. Не, понимаешь, если в игре есть рыбалка, это Да. хорошая игра. Иди поиграй сыграть. Там все игры про рыбалку. Ну что, ребят, у нас вот такой вот топчик. Будем рады увидеть те топы, которые у вас за этот год скопились и набрались. Расскажите про то, какие игры вам стали интересны из наших топов, которых, может быть, вы узнали впервые. Потому что, на мой взгляд, топы — это и хороший вариант узнать про какие-то игры, про которые ты не знал, или обратить внимание, на которые ты не обращал внимания. Поэтому мы стараемся каждый год вам давать возможность узнать про 30, ну, в данном случае немножко меньше, чем 30 игр, которые были бы интересны вам, если вы разделяете наши настольные взгляды. Тем более, что мы немножко все разные, и Да. любим разные игры. Да, это видно по первому месту, по третьему месту, например, нашему с тобой, как бы, да. Я по не то, что ниже обычно. Я, кстати, удивлен, что у него Comic Hunters не попало в топ. А я хотел поставить как раз. Ты хотел, а мы 10-е. поставили. Лена поставил Тебуру просто. Надо было просто Тебуру вынести за этот, тогда, за список и рассказать о нем так. Вот так. Ребят, ну а вам спасибо большое, что были сегодня вместе с нами. С вами были Саня, Макс Юра. и наш ежегодный топ настольных игр. Вам хорошего настроения, хороших игр. Получайте удовольствие, играйте со своими друзьями. Да и соло тоже поигрывайте, если вам это нравится. Всем пока!